Лео уехал утром. К вечеру Артур поднялся в мансарду и подключил первый из 8 дисков. 20 лет — это 11 терабайт. Он открывал папки подряд по годам. 2006 — первая туманность, снятая на переделанную зеркалку. Шум как песок. 2011 — серия по Стрельцу. 2014 — ночь, когда умерла Эллен. Он был на площадке, телефон не ловил и узнал в 7 утра, спускаясь. В папке этой ночи 190 кадров по 120 секунд. Он их никогда не обрабатывал и никогда не удалял. Удалять оказалось неудобно. Обычное удаление разбирает обратно любой студент за вечер, а Артур хотел не убрать с глаз, а уничтожить. Он нашел утилиту, которая пишет поверх нули, выделил папку 2006 года и запустил. Утилита спросила, уверен ли он. Полоса шла 4 минуты. Диск тихо щелкал, единственный звук в мансарде, если не считать генератора холодильника внизу. Потом 2007, потом 2008. Это было почти физическое облегчение, как сдирать корку. Он уничтожал не файлы, он уничтожал свои утверждения о мире. Вот я говорил, что там туманность. Вот я говорил, что это цвет. Вот я говорил, что вижу. Все это были заявления, на которые у него не было прав. К 2 часам ночи он дошел до 2014 и остановился. Курсор стоял на папке. Артур сидел и смотрел на нее, наверное, минут 20. Внутри были 190 кадров Северной Америки, туманности в Лебеде, снятых в ту ночь, когда его жена умирала в 300 милях от него, а он на морозе радовался тому, какое ровное гидирование. Он не мог объяснить себе, почему нельзя уничтожить именно это. По его же собственной логике, это была самая бессмысленная папка из всех. Свет, вышедший из газа за 2500 лет до того, и то по нижней границе, там разброс в 1000, пойманный камерой в ночь, которая для него самого ничего не значила. Он даже не знал, что происходит. И все-таки рука не пошла. Артур закрыл ноутбук. Потом снова открыл, зашел в почту и написал в галерею ведущему 3 строчки. Не осталось ли у них контактов гости по имени Клэр Хендрикс? Была на открытии в октябре. Ответ пришел через день. Личных контактов галерея не дает, но Клэр Хендрикс числилась в списке приглашенных от издательства Норд Стар Пресс, научный редактор, а у издательства адреса на сайте по первой букве имени и фамилии. Он смотрел на этот адрес дольше, чем на папку. Потом написал: «Мисс Хендрикс, вы разрушили мою работу одним вопросом за столом. Я не в претензии, вопрос был честный, а работа, видимо, стояла не твердо. Но у меня накопилось второе действие этого разговора, и мне некому его сказать. Если вы приедете в Нью-Мексико, я покажу вам площадку. Если нет, я пойму. А. Лэнгфорд». Она ответила через 4 часа. 1 строка. Какие ночи у вас чистые в марте? Она приехала в середине марта на прокатной машине в куртке, которая была явно куплена в Аламогордо по дороге, и с термосом. Днем на площадке смотреть было ни на что. Купол, трейлер, генератор, антенна, кусты криозота и очень много неба, пустого и белого. Артур водил ее вдоль стойки и объяснял устройство монтировки. Она слушала и кивала в тех местах, где надо кивать специалисту, а не гостю. Вы работали с оптикой.
сказал он наконец. Я защищалась по фотометрии переменных. Джонс Хопкинс. Артур остановился. Так вы астроном. Была. Клэр присела на ящик, обхватила термос ладонями. 3 года я вела очень красивую программу. У меня получалась периодичность там, где ее никто не видел. Мой руководитель был в восторге, я делала доклад в Балтиморе, в ней аплодировали примерно так же, как вам в октябре. И? И это был артефакт калибровки, ошибка в опорных кадрах, систематика прибора, которую я 3 года принимала за поведение звезды. Она сказала это ровно, но пальцы у нее побелели на термосе. Понимаете, мистер Лэнгфорд, я не философ. Я не пришла к вам с пещерой Платона. Я просто человек, который однажды посмотрел на прибор и увидел там Вселенную, а Всетины там не было. Была моя собственная небрежность, увеличенная в 1000 раз и покрашенная в красивый цвет. И вы ушли. Я ушла, мне 29 лет было. Она, наконец, подняла глаза. А вы почему перестали снимать? Откуда вы знаете, что я перестал? Оттуда, что вы позвали меня в марте, а не в августе, и площадка выглядит так, будто ее открыли позавчера. Артур сел на соседний ящик. Я вам скажу, что было. Я вернулся сюда после выставки и первый раз в жизни не смог смотреть в небо, не пересчитывая его на годы. Динеп Аль-Геди, 39. Кастро, не меньше 157. И никто не скажет, насколько больше. М30, 27 тысяч. Оно у меня рассыпалось на слои. Оно перестало быть картинкой и стало почтовым ящиком. Куча старых писем от людей, которых, может, уже нет. Да, именно так. Потом я стал пить. Потом дочь нашла бутылку за коробкой с фильтрами и ничего не сказала, что хуже всего. Потом приехал Лео, мой друг, математик, и мы играли в шахматы, и я ему объяснил, что мы никогда не имеем доступа к доске, только к ее изображению, и он поставил мне мат. Клэр коротко засмеялась. Смех у нее был неожиданно молодой. И что вы ему ответили? Ничего, я поехал домой и сел за диски, 20 лет. Я успел уничтожить 8. Она перестала смеяться. Уничтожить? Перезапись нулями. С 6 по 13 год. Клэр поставила термос на землю, аккуратно, как ставят стакан, когда собираются встать. Потом встала. Вы понимаете, что вы сделали? Голос у нее не поднялся ни на полтона. И от этого было хуже. Я понимаю лучше всех. Я 20 лет производил фикцию, а потом перестал. Вы уничтожили наблюдение. Она сказала это медленно, по одному слову. Наблюдения не бывают ложными, мистер Лэнгфорд. Ложными бывают выводы. Кадр 2011 года – это то, что упало на матрицу в 2011 году. Оно упало. Никакая философия за столом этого не отменяет. Оно упало и ничего не значило. Значило не оно, значили вы. Она сделала шаг к нему. Мою программу закрыли, а данные остались. Все 3 года лежат в архиве Хопкинса до последнего опорного кадра. Их пересчитали дважды. 1 раз я, 2 раз человек, с которым меня терпеть не мог. Именно поэтому известно, что виновата калибровка, а не звезда. Вот как это устроено. Свидетельства остаются, приговоры меняются. Через 20 лет кто-нибудь возьмет мои опорные кадры и вытащит из них то, чего я не умела вытащить. А из ваших нулей не вытащит никто и ничего. Артур молчал. Я думала, что еду к человеку, который задал себе честный вопрос. А приехала к человеку, который на честный вопрос ответил костром. Она пошла к машине. Шла быстро, не оглядываясь, и куртка, купленная в Аламогордо, шуршала на ходу. Артур сказал ей в спину, негромко, он вообще не умел кричать. Одну я не смог. Клэр остановилась у дверцы, не обернулась. Что-что? Одну папку я не смог уничтожить. 2014 год. Она открыта у меня на ноутбуке в трейлере уже неделю, и я каждый вечер ее закрываю, не глядя. Он смотрел не на нее, а на кусты за ее спиной.
по моей же логике она самая пустая из всех. Я даже не знаю, почему рука не пошла. Мне некому это объяснить, поэтому я вам и написал. Ветер тащил по площадке пыль. Где-то далеко, на дороге Коломогорда, шла машина. Показывайте. В трейлере пахло соляркой и растворимым кофе. Она села к ноутбуку, как садятся к своему. Левая рука сразу на трекпад, правая на клавиши, и открыла папку. 190 кадров, каждый по 120 секунд. Серые прямоугольники, на которых почти ничего не разобрать. Одиночный субкадр дальнего космоса выглядит как испорченная пленка, вся картинка появляется только в стеке. Гидирование ровное. Сказала Клэр, листая. Действительно ровное. Ветра не было. Не было. Минус 18 и полный штиль. Такое бывает раз в сезон. Она открыла заголовок файла. В заголовке лежало то, что лежит в каждом астрономическом кадре и чего не бывает в обычной фотографии. Дата, время начала экспозиции с точностью до секунды, температура матрицы, температура снаружи, фильтр, выдержка, положение трубы. Во сколько она умерла? Артур ответил не сразу. В 3:47. Так в свидетельстве. Клэр прокрутила список. Нашла. Развернула на весь экран. Кадр 143. Экспозиция началась в 3:46:20, закончилась в 3:48:20. Вот он. На экране был серый прямоугольник с крапом звезд и чуть более светлым пятном в углу. Они смотрели на него молча, дольше, чем на такую картинку вообще можно смотреть. Свет из этого газа вышел не меньше 2500 лет назад, когда в Афинах еще не начали строить Парфенон. Он летел все это время, ни о чем не зная, и падал на вашу матрицу ровно 2 минуты с 3:46 до 3:48. Скажите мне, что этот кадр — фикция. Он и есть фикция. Вы сами сказали в октябре. На снимке нет момента. На снимке нет момента Вселенной. Она повернулась к нему вместе со стулом. Я и сейчас так считаю, физика на моей стороне. Свет разновозрастный, одновременности нет, кадр не изображает никакого сейчас. Все верно. Но посмотрите, что вы держите в руках. Здесь нет ни одного истинного утверждения о туманности, и при этом здесь есть та ночь. Ваша. Единственная, она не про газ в «Лебеде», она про то, где вы были, когда умирала ваша жена. Это сентиментальность. Это данные. Сказала Клэр жестко. С временными метками, температурой и журналом гидирования. Вы просто не туда наводили. Вы 20 лет думали, что ваши снимки – утверждения о звездах. Они – утверждения о встрече. Свет действительно летел 39 лет, не меньше 157, 27 тысяч, 2,5. И все это правда, каждая цифра, включая те, которые мы знаем только снизу. И правда то, что он встретился в одной точке. В вашей матрице. Ту ночь. Эта встреча не фикция. Она произошла. Она вообще единственное, что произошло. Артур молчал. Одновременности нет во Вселенной. Сказала она тише. Но она есть в наблюдателе. Наблюдатель — это место, где разные времена становятся одним изображением. Это не искажение реальности, мистер Лэнгфорд, это отдельное физическое событие. И оно требует, чтобы кто-то 190 раз по 2 минуты стоял на морозе и следил за гидированием. Тогда почему вы ушли из науки, если вы так думаете? Клэр посмотрела в окно трейлера, на купол. Потому что я так не думала, я это сформулировала только что. При вас. Она усмехнулась. 6 лет я объясняла себе, что моя ошибка была про мир, а она была про меня. Я перепутала прибор соврал, смотреть бессмысленно. Вы сегодня сделали то же самое, только у вас была утилита с нулями. Стемнело быстро, как всегда в горах. Артур раскрыл купол. Механизм скрипнул. Полоса неба расширилась. Включил охлаждение, выставил монтировку.
руки помнили все. К полуночи он спросил: Хотите посмотреть глазом, не на экран, через окуляр? У вас есть окуляр? Есть, я его почти не использую. Он ни для чего не годится, кроме удовольствия. Козерога в марте не было, он взойдет только под утро, перед самым солнцем. И Артур навелся на М3, шаровое скопление в гончих псах, поднявшееся к этому часу высоко на востоке. Клэр подошла, наклонилась, приложила глаз и замерла в той самой позе, в которой замирают все, и профессора, и дети. 34 тысячи лет. Сказала она через полминуты, не отрываясь. 34 тысячи. Оно шевелится. Это ваш глаз. Я знаю. Сказала Клэр Хендрикс и не отодвинулась. Они снимали 3 ночи подряд. Клэр оказалась хорошим ассистентом и совершенно невыносимым человеком в вопросах калибровки. Заставила его переснять флеты, нашла в его многолетнем рабочем процессе 2 небрежности, из-за одной из которых у него, как выяснилось, 8 лет слегка врал цвет в синем канале. То есть мои снимки еще и технически неправильные. Все снимки технически неправильные. Просто ваши теперь неправильные меньше. На 4-й день она уехала, оставив термос. Я вернусь в августе. Сказала она в машине, уже опустив стекло. Когда встанет Козерог, вы его переснимете. Тот самый кадр. Тот самый кадр с выставки. Клэр включила передачу. Только в этот раз вы будете знать, что снимаете. Она произнесла это так буднично, что он не стал переспрашивать. Артур вернулся в Санта-Фе, поднялся в мансарду и сел за диски. 8 лет были уничтожены, и это было честно. Он сам сделал, ему и жить. Оставшиеся 12 он не тронул. Вместо этого он завел новый каталог. Назвал его просто «Observations» и переписал в него материал всех 12 лет заново, добавив в каждую папку текстовый файл, которого раньше не было никогда, дата, место, температура, кто был рядом, что было в тот день, зачем он вообще сюда приехал. Против ночи 14-го года он долго не мог ничего написать. Потом написал: Северная Америка, NGC 7000, 190 кадров по 120 секунд, минус 18, штиль. В эту ночь умерла Элен в 3:47. Я не знал, связь появилась только на спуске. Кадр 143 экспонировался с 3:46:20 по 3:48:20. Свет из этой туманности вышел не меньше 2500 лет назад. Точнее, никто не скажет, разброс больше 1000. Это ничего не значит, и это все, что у меня есть. Потом позвонил Норе и сказал, что снял на прошлой неделе «Галактики» в Деве и что в этот раз сделал все правильно. Ты хвастаешься. Хвастаюсь. Слава Богу. В конце марта Лео приехал снова, на этот раз предупредив. Они играли до половины первого. Артур выиграл одну из 3 и остался этим неприлично доволен. Ты помирился со Вселенной? Спросил Гринберг в дверях. Нет, я перестал требовать от нее документов. Это одно и то же, только длиннее. В апреле позвонила Нора, сама, без повода, чего не случалось года 3. Пап, ты правда стер архив? Кто сказал? Лео, он звонил спросить, все ли у тебя в порядке, и проговорился. Он думал, что я знаю. Правда. 8 лет с 6 по 13. Угу. Ну тогда у меня для тебя новость, и я не знаю заранее, обрадуешься ты или взбесишься. Пауза была секунды в 3. Мне было 12, когда умерла мама.
Ты тогда полгода жил на горе и спускался раз в 2 недели. И я решила, что однажды ты оттуда просто не вернешься, и скопировала твои диски. Все, мне понадобилось на это полгода и весь мой тогдашний интернет. У меня в Альбукерке стоит коробка, 8 штук, и она тебя переживет, потому что я их раз в 3 года перезаписываю на новые. Это, между прочим, дорого. Артур сел на пол в коридоре, там, где стоял. Зачем? Затем, что это было единственное место, где ты был. Мне было совершенно все равно, что там за туманности. Пап, там даты, по ним видно, где ты находился каждую ночь моей жизни. Она помолчала. Привезти их? Он ответил не сразу, и это были самые длинные полминуты за всю зиму. 8 лет лежали в 30 милях от него, целые, с временными метками, с журналами гидирования, со всеми доказательствами того, что он там был. Их можно было забрать сегодня к вечеру. Можно было залить обратно на пустые диски, и мансарда снова стала бы полной, а жест — не бывшим. Не привози, пусть стоят у тебя. Ты Уверен, я их не заслужил обратно, а стирать второй раз не собираюсь, так что пусть будет так. Они есть, и они не у меня. Он посмотрел на потолок. Но сделай мне одну вещь. Выгрузи и пришли список, только имена папок и даты, без единого кадра. Столбик. Файл пришел через час. 8 лет, 212 ночей, голый столбик дат. Артур сидел над ним до 3 ночи и писал. Не про объекты. Объекты он раз помнил плохо, они все были на одно лицо. Туманность и туманность. Он писал то, чего в кадрах никогда не было. 14 марта 9 года. Ветер 40 узлов, купол не открывали. Мэнни чинил генератор и рассказывал про брата в Хуаресе. 2 августа 10. Нора приехала на 2 дня, ей было 8. Она уснула в кресле у монитора, а он снимал и каждые полчаса ходил смотреть, не замерзла ли. 29 января 12. Минус 23. Треснул шланг охлаждения. Он ругался вслух 3 часа, а потом небо стало таким, что он забыл про шланг. К утру у него было 200 строк. Он не восстановил ни одного кадра. Нули не восстанавливаются, это он выбрал сам и восстановил почти все ночи. Они лежали в нем целиком и, судя по всему, лежали там всегда. Просто 20 лет он считал их упаковкой, а содержимым — файлы. Он отправил Клэр 1 строку. Вы были правы, и у меня есть доказательства. Оно состоит из 200 строк текста и ни одного снимка. Ответ пришел ночью. Это и называется данные. 3 августа буду у вас. Она приехала 3 августа со своим термосом в той же куртке. За лето на площадке поменялось немногое. Мэнни перебрал генератор и поставил у трейлера пластиковый стол, потому что люди стали приезжать. Днем над Уайт Сэндс собиралась гроза, к вечеру расходилась, и после дождя пахло криозотовым кустом. Тем самым запахом, ради которого сюда стоит подниматься даже без телескопа. Небо не обязано быть честным. Сказал Артур Мэнни на 2-й вечер, глядя, как расходятся тучи. Оно обязано быть. Ты мне это сказал в октябре. Такого не говорил. Говорил. Значит, было правдой. Мэнни ушел к генератору. Козерог вставал над юго-восточным хребтом к 11. Тусклый треугольник, который никто, кроме астрономов и астрологов, не находит с первого раза. Артур навел трубу на то же поле, что висело в Челси на стене в 1,5 метра шириной, 2,1 градуса на 1,4, и запустил серию.
Они снимали 11 ночей. На 4-ю пришла гроза и сожгла им половину ночи. На 7-ю Клэр нашла у него в дарках подмешанный кадр с засветкой от фонаря и заставила пересобрать всю библиотеку. Плюс 8 ночью куртки не нужны. Кофе остывает медленно. Стёк собрался на 12-ю ночь. Кадр был тот же самый. Денеп Альгеди слева, Кастро выше и правее, зерно поля, и в правом нижнем углу маленький ватный шарик М-30, к которому в галерее никто не подходил ближе, чем на метр. Артур смотрел на него долго. Клэр не мешала. Потом он открыл текстовый файл и написал в нем то, чего под его снимками не стояло никогда. Козерог, поле 2,1 на 1,4 градуса. Дельта, Денеп Альгеди, 39 световых лет. Эпсилон Кастро, не менее 157. Данные расходятся, но все сходятся к тому, что не менее. М-30, около 27 тысяч. Ничего из перечисленного не существовало одновременно и никогда не будет существовать. Съемка с 3 по 14 августа, 11 ночей, плюс 8, гроза на 4-ю, флеты и дарки Клэр Хендрикс, генератор Мэнни Ортис, кадр фикция, ночи нет. Вот теперь это правда. Сказала Клэр, прочитав через плечо. Это подпись, а не снимок. Это единственная часть снимка, которую можно проверить. Она уехала 15-го. Еще в июне между делом выяснилось, что она подавала заявку на наблюдательное время в Апачи Пойнт, и ей отказали. Она сказала, что подаст еще и что отказ тоже данный. Артур вернулся в Санта-Фе 16 августа во 2 часу ночи. Разгрузил пикап наполовину, бросил остальное до утра, постоял на кухне с водой из-под крана и не пошел спать. Он вышел на двор. Ночь была из тех, ради которых сюда переезжают, сухая, черная, без луны, с Млечным путем поперек всего неба. Низко над юго-востоком стоял Козерог, тот самый тусклый треугольник, 11 ночей работы, 39 лет и не меньше 157. М-30 глазом было не видно, но он точно знал, где она. Чуть ниже и левее 27 тысяч лет пути, ватный шарик, до которого не дошли ни свет фонаря, ни аплодисменты в Челси. На западе, уже низко, догорал Арктур, свет, вышедший 37 лет назад, ровно столько, сколько он знал Лео. Он стоял и видел это как есть. Ни купол, ни картинку, ни окно. Разновозрастную почту. Письма, отправленные в разные века и упавшие в один почтовый ящик, в его 2 глаза в ночь 16 августа в человека 54 лет, стоящего на сухой траве в 6000 футов над уровнем моря. Ничего из этого не существовало одновременно, кроме него. Артур Лэнгфорд поднял обе руки и крикнул в пустоту, громко, во весь голос, распугав кого-то в кустах у забора. Я буду жить, даже если этот мир иллюзорен. Эхо не ответило, в пустыне нечему отражать. Он опустил руки, постоял еще немного и пошел в дом проверять прогноз на завтра.